Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Таро прогноз. Что скоро случится? Или что скоро произойдет? Давайте узнаем, чего ждать или что ждет ваш знак зодиака за период, как знаки судьбы, события будущего с 20 по 31 декабря. Давайте узнаем под самый конец года, что же случится. И вначале мы с вами достанем 3 карты, как потоковая информация – что вам важно услышать, что нужно знать, принять во внимание. Но хочу сказать, период такой разный до конца декабря, потому что в районе 10-12 мы можем ощущать некоторую паузу. Или когда какие-то прежние согласования, они не состыковываются. Или просто нам даже что-то было обещано, но почему-то в этот период тоже становится на паузу. Такое ощущение, как без навигации, на ощупь мы идем. Но хотя уже в районе 21 декабря, плюс-минус, опять же, 2 дня, может быть, 1 день или 3 даже, наоборот, мы какую-то итоговую либо бумагу получим, либо услышим новость, или, с чем-то может тут проясниться вопрос. Но я не исключаю, что и еще раз 28-го, в самый где-то канун Нового года, снова вот эта пауза. Хотя это, в принципе, даже и без карт, и без планет, будем говорить, а то все, что я сказала, это больше астрология. Так вот, всегда вторая половина декабря у нас какая-то пауза происходит, правда? Давайте узнаем. Знаки судьбы. 3 знака судьбы, 3 карты достаю. Первый знак судьбы. Что случится, что произойдет, что вам нужно услышать. А может быть, это и сфера жизни, в которой вы будете принимать какое-то важное решение. Должна сказать, что и планетарно, знаете, люди могут изменить свое мнение. Ну и как-то так быстро, да, раз и переобулся, говорят, в воздухе. Ну и вы сами тоже можете тут что-то менять. Куда-то собирались, а потом передумали или наоборот не собирались, а тут как-то так закрутится. Или примите решение. Ладно, давайте продолжим. И на колоде второй, это у нас колода ведьмочек, мои дорогие. Так что же там скоро случится, произойдет, чего ждать с 10 по 31 декабря? Что идет на ваш порог, мои дорогие, неожиданности, может быть, и неожиданная новость. Или тайна какая-то у вас откроется. И третью карту мы достанем, что вас будет радовать, что обрадует, что в плюс для близнецов. И по основным сферам жизни. Любовь, личная жизнь, взаимоотношения. Чего ждать? Чего ждать в финансах? И чего ждать ваши достижения? У кого-то работа, у кого-то и учеба, важные согласования, контакты, контракты. У кого что. Итак, первый знак судьбы – 8 чаш. Ну вот правда тут можно передумать. Куда-то собрался, да, потом так немножко притормозил. По этой карте мы как будто, можем так, да, оглянуться, остановиться, оглянуться назад и о чем-то, может быть, пытаться передумать, переиграть. Здесь есть сомнения, может быть, по этой карте, но как будто вы уже собрались куда-то налегке. Может быть, есть и такое, как приходит информация, и для вас это, как, знаете, точка как и нового отчета, так и определенная точка невозврата. Смена жизненных эпох у вас происходит. По этой карте это мы решаем что-то и одновременно решаемся на что-то, потому что вот этот первый шаг. Обратите внимание, наша девушка уходит, и здесь разные кубки, какие-то перевернутые, то есть, стало быть, они уже пустые, но есть и наполненные, как будто таким солнечным светом переливаются. Но не случайно нам в этой колоде, это колода Евы. Очень люблю эту колоду. Может быть, она мне близка, потому что автор колоды так и зовут, автора, создателя Ева, она доктор. И вот видите, какой-то круг. Вот мы по кругу ходили, в итоге мы уже вышли за пределы этого круга. Или вышли из зоны, говорят, комфорта. Но вот что-то вы как и решите, так и на что-то решитесь. Второй знак судьбы – умеренность. Но одно дело – это уже решимость, может быть, первый шаг. Но вот знаете, если мы и
А в преддверии того, ну, хотя это произойдет не скоро, это произойдет 26 только апреля, когда планета Уран перейдет в ваш знак зодиака. Но, тем не менее, пока Уран в Тельце, все равно это имеет значение, оказывает влияние на каждого из нас, и это все вопросы благополучия. Поэтому у кого-то из вас вопросы, связанные с поездкой, переездом, все-таки здесь есть перемещение, со сменой работы или со сменой направления вашей деятельности. Уран все дробит. Вот по части, откуда к нам приходят деньги, здесь у кого-то из вас может быть, или как вы впервые задумаетесь, или в принципе, как источник дохода. Так вот, был один источник, а может быть, их теперь будет два. И по возможности, когда либо мы деньги, может быть, да, вы на депозит кладете, ну, я банально же, житейские истории, лежали на одном счете, допустим, а тут вы будете в разные банки и разные счета, да, вот есть дробление по части какой-то очень важной составляющей, если мы говорим об Уране в Тельце, и аркан умеренности. С одной стороны, это, знаете, словно ангел за нами наблюдает, но вот сейчас, может быть, принимать решение, но вот еще, как будто еще, может быть, не тот срок, когда вот так мы на импульсе какой-то первый шаг делаем, словно мы вот так все перечеркнули над прошлым, да, и уже теперь куда-то отправились. Все таки есть, вот девушка наша оглядывается, ну, как будто обернулась, да, она уже все равно пойдет вперед. То есть уже то, что было там за вашей спиной, мы это не вернем. Там уже все без изменения в этом прошлом, мои дорогие близнецы. А вот куда мы отправимся и с кем? Вот такое направление вы выбираете. И здесь, понятно, нельзя это делать на импульсе. Тогда, если даже идея какая-то вас посетила, ну, это как минимум следует вот так с умеренностью просчитать. И ведь эта карта, посмотрите, такая солнечная, теплая, это какая-то возможность. Вот вам возможность какую-то дает пространство, но как судьба даже, потому что всегда старший аркан – это какие-то внешние события, умение договориться, вот, кстати, проявить дипломатию в какой-то высшей октаве и для себя больше плюшек или каких-то бонусов получить. Есть такое по этой карте. Более того, если мы немного так в историю возникновения этого аркана, то там тоже есть такой исторический факт, и я уже на нем не останавливаюсь подробно, но тем не менее, это когда мы поступаем не так, как поступали прежде. И это где-то на уровне нашего, может быть, подсознания, подсказки интуиции. Потому что внешние какие-то события здесь могут быть и давление третьих лиц, третьих сторон. Но мы вот собрались как будто идти. И нам просто для собственной уверенности нужно понимать, что же мы оставляем за спиной. Но это не значит, что мы насильственно как бы пытаемся вернуться назад, да, не просто вот если даже обернулись, то это не значит с готовностью вернуться. Тут все равно это какая-то, ну, новая стезя, мои дорогие, нравится это нам или нет. Тут не будет повторяться то, даже если мы где-то насильно удерживаем, а, видимо, в преддверии Урана, в преддверии того, как он войдет в ваш знак зодиака, уже вы сейчас можете ощущать. И, кстати, недолгий заход на лето 2025 года до 9 ноября. В ваш знак зодиака заходил уже Уран. Ненадолго, и это такая своеобразная подсказка, чем вы, возможно, придется вам заниматься последующие 7 лет, когда в вашем знаке зодиака поселится этот Уран надолго. Поэтому открутите киноленту вашей судьбы немножко назад, вернитесь в летние месяцы. Какие, может быть, вопросы или сферы жизни требовали вашего внимания или участия? Ну, все, что я сказала, две солнечные карты, как будто мы идем все равно вперед. И самое главное, знаете, смотрите, с чем-то не просчитаться, потому что по нулевому аркану уже как будто вот бабочки, да, мы говорим в животе, мы тут можем быть чем-то очарованы, мы можем уже хотеть вот этого нового драйва, ведь по этой карте идет и путешествие, и перемещение, и какие-то новые проекты, когда мы, ну, знаете, вот так открытой душой и сердцем готовы идти вперед. Но все-таки нам немножко говорит о самосохранении. Тут такая удивительная собачка, хотя вообще
Очень часто именно сопровождает старший аркан нулевой собака в картах Таро. И это прообраз Анубиса. И это наше прошлое, нам говорят, и ты оставь прошлое в прошлом. Но прошлое, оно разное. Есть и тот опыт, который нужно взять с собой. Это как сын ошибок трудных, поэтому чаще в колоде Таро, как собака останавливает немножко героя для того, чтобы он буквально не оступился с этого обрыва. Вот нельзя какую-то ошибку повторить еще раз. Для вас какую-то ошибку нельзя повторить с 20 по 31. Может быть, мои дорогие близнецы, есть какая-то тема вам очень хорошо знакомая. Но у вас вот свое видение на это. Возможно, что-то не устраивает, кто-то просто ждет определенного решения, важного документа или важного сообщения, да, и это не просто как бы ну, на уровне эмоций, а может быть были согласования или какие-то конкретные предпосылки для этого. И если вот, понимаете, вам дается период, как будто такой спокойный период, да, вы-то можете уже рваться как будто вперед, потому что хочется, да, вот как по первой карте, нам быстрее какую-то закончить вот этот круговерть, да, если вот то, что изображено у нас на карте, или какой-то привычный шаблон, сценарий, потому что с учетом аркана умеренности тут что-то продолжалось далеко. Нам явно говорят о том, что какой-то затянувшийся период. Но тем не менее, нулевой аркан нас предупреждает от поспешных действий, понимаете? Проживите этот период спокойно. И если уж суждено, тут, поверьте, вы и услышите или получите эту новость, или каким-то образом вам доведется с чем-то или с кем-то взаимодействовать, но больше нам карты говорят о том, что действовать на импульсе не совсем правильно. Скорее, тут важно что-то и хорошо будет просчитать. Так что же там случится, произойдет, что идет на ваш порог? Тройка жезлов, будущее. Само по себе будущее мы уже не отменим. Но по этой карте, обратите внимание, человек тоже стоит. И это не есть пауза надолго. И тогда вот все то, что я сказала, карта говорит, что случится и произойдет. Как будто ничего не происходит. Но человек остановился для того, чтобы... Это, знаете, как последняя передышка перед прыжком в будущее. И нам дается этот период для того, чтобы мы продумали, все ли мы взяли с собой из прошлого, то, что нам может пригодиться в будущем. И отнюдь тут может быть и не совсем материальный, а может быть вопрос или проект, да, тут как ваша идея может быть, вот этот момент, или куда вы собираетесь направиться. Не совсем понятно, поэтому я достану еще одну карту в целом. Но, может быть, карты не конкретизируют, потому что вы все разные. Но вы останетесь довольны. С 20 по 31 декабря карта финансового успеха. Поэтому я бы сказала, больше все же нас оборачивают. Но тут тоже, знаете, так двояко. Но давайте закончу мысль. Девятка кубков – это карта прихода денег часто. Или когда мы видим плоды труда своего. Но здесь есть такой момент, что мы должны все-таки вот какой-то базис создать, потому что его именно нужно взять с собой в будущее. Хотя эта карта, я ее иногда называю карта эгоиста, но не в этой колоде, но все же. Все колоды разные, но давайте и это тоже предусмотрим, потому что по этой карте, вот как эта девушка, обратите внимание, у нее все есть, у нее все хорошо. Вы можете с чем-то успокоиться. Вот деньги вас будут радовать, поэтому, может быть, и две такие солнечные карты говорят о том, что какие-то деньги вы получаете, или, может быть, это дополнительные выплаты, или, может быть, это в виде какой-то помощи. Но явно деньги приходят, деньги есть, деньги будут. А нам говорят о том, что вот эта как бы сумма вам понадобится на будущее. Здесь нам не о тратах. Но если про эгоизм, может быть такой момент, когда обе карты нам будут говорить: прощайся с одиночеством. Правда? Это для тех, кто один или одна. Ведь человеку по девятке кубков в принципе никто не нужен. Вот есть то, что у вас есть. То, что вы имеете, вас это где-то радует.
Вы воспринимать можете людей как помеху. Помеху вашим планам в первую очередь. И это как какая-то ненужная дополнительная нагрузка. Тут ведь хочется уйти налегке. Может быть, и есть какие-то вопросы нерешенные, а может быть, по части отношений, от которых хочется быстрее как развязаться, освободиться. Кому-то из вас что случится? Может быть и такой момент, когда вам захочется побыть наедине с самим собой. Именно привести мысли в порядок для того, чтобы настроиться на какой-то последующий период жизни, на ваши планы. Как вы, что тут будете предпринимать или каким образом, какие контакты с кем продолжать. Вот тут тоже может быть элемент такого переосмысления. Ну, давайте узнаем. Неожиданности. Неожиданности тут опять нам тройка, и опять же карта будущего. Вот вы посмотрите. Вот тот период, когда я не могу сказать, что тут что-то происходит. Может быть, вы узнаете что-то. Я этого не исключаю. И пусть это будет новость или информация, или ваше собственное решение, но вы-то смотрите в будущее, мои дорогие. И по тройке Пентаклей это работа в команде, это есть какое-то взаимодействие, это раскрытие ваших талантов. Вот такая задача. У вас возможность, опять же, денежная карта говорит о том, что тебе что-то как бы изучить нужно. И тут у каждого по-своему. По этой карте мы даже приобретаем какие-то скиллы, навыки или, может быть, профессию. Я имею в виду не ту профессию, когда мы сидим в университете годами, да, за партой, а когда мы, ну, на ходу, буквально в жизни, за несколько месяцев, может быть, приобретаем и сертификат какой-то, или свидетельство о том, что мы, ну, вот теперь уже как специалисты. Чаще это касается именно какого-то ремесла. И мы можем расти даже путем прохождения курсов. Но это то ремесло, которое вам дает, например, возможность работать из любой точки мира. Или когда какие-то знания вы можете, опять же, из любой точки мира это каким-то образом переложить на реальность и получить потом в последующем материальный эквивалент, денежный. Потому что по этой карте мы не просто ради любопытства что-то изучаем, а ради того, чтобы из этого получить правильный энергообмен. Мы потратили куда-то наше время, наши усилия, а взамен мы получаем именно денежную составляющую. И кто-то будет искать, может быть, работу, я такого не исключаю. Или задумается о как раз это с учетом урана, который все дробит. Вы тем самым пытаетесь просчитать какой-то запасной вариант, альтернативный вариант. Но для вас в неожиданностях могут быть какие-то новости от людей. Но даже какова бы ни была новость, тут самое главное задать себе вопрос: какое благо несет это мне? Блага будут, мои дорогие. Ну или благо. Я имею в виду, что вам это каким-то образом может быть полезно. Хотя на первый взгляд это может показаться какой-то сущей ерундой. Как будто возможности скрываются в тени. Да точно, паш мечей. Вы как будто измените направление. Причем я не исключаю, что кто-то получит бумагу, документ, хотя я не совсем, ну, с этим согласна даже, да. Все карты больше говорят о некоторой заминке. Но это вот именно происходит ваше определение или решение в тот период, когда, кажется, ничего не происходит. Все идет своим каким-то чередом. Паш мечей может, пажи это вестники, поэтому какую-то новость все-таки вы получите. И исходя из этой новости, для вас какие-то новые возможности, перспективы открываются, что радует. Причем, как я уже говорила, новость сначала может быть такой колючей. Все-таки это мечи, правда? И вам придется, может быть, несколько подкорректировать ваши планы. Вот к этому тоже будьте готовы. Давайте мы узнаем, что же по основным сферам жизни. Любовь, личная жизнь, дом, пара. Посмотрите, что может быть лучше десятка пентаклей. Это все в сборе, вся семья в сборе. Ну, оно и понятно. Рождественские праздники, новогодние праздники. Может быть, это ваши любимые люди, это где-то и подарки. И вы кому-то дарите, и вам дарят подарки. Обмен, да, какой-то идет, не просто приятными эмоциями, когда вот все рады, потому что они вместе, но и буквально какой-то материальный. Может быть, вы будете заниматься вопросами жилья,
И все-таки десятка пентаклей. Все то, что я сказала, по вашим достижениям, работе, деньгам. Потому что Уран дробит. Для вас действительно материальная составляющая и откуда к вам приходят деньги. Каким-то образом может оказывать влияние на личную жизнь тоже. Или, по крайней мере, на договоренности. У вас добрая энергия со всеми договориться. Чего ждать в финансах? Все серьезно. Конечно, карта будет говорить, что для кого-то из вас вопросы карьеры на первом месте. И стало быть, есть карьера, но есть и денежная составляющая. Все-таки мы на деньги. Но аркан император – это когда мы поступаем по закону, по тому, как предусмотрено системой иерархии или законом, или какими-то правилами, может быть, и традициями. Но тут именно элемент, ну, я бы даже сказала, документальный, или через юриспруденцию. Может быть, и какие-то договоры вы подписываете, или какие-то важные бумаги, которые тоже оказывают влияние на вашу финансовую составляющую. Будьте внимательны, потому что здесь нельзя замечтаться. Раз, и нужно хорошо понимать, как в отношении вас работает закон. Я также не исключаю, что кто-то по работе надумает как таковую строить карьеру. Может быть, прежде вы, ну, даже себя где-то не видели в какой-то из областей, да, или сфер, где можно приложить ваши именно знания и навыки, то здесь может быть какой-то альтернативный вариант, новый или дополнительный. По аркану император, мои дорогие, у вас может быть в принципе с какими-то инстанциями, чиновниками решение вопросов, которые будут замыкаться, может быть, и на бумагах, и в конечном итоге на деньгах. К примеру, даже если мы берем по части недвижимости, здесь тоже могут быть какие-то важные согласования, которые и деньги, и вроде бы закон, потому что тут нужно что-то и понимать, как в отношении вас работает закон, но еще и что-то прописать, тогда буквально бумага вас бережет. Но это карта ресурсности, безусловно, вашей и карта ваших возможностей. Хотя она предусматривает, что вам тоже, может быть, с такими императорами придется где-то иметь взаимодействие. И поэтому, ну, знание закона, что полагается, что не полагается, вот этот момент, может, вам и придется принимать. Может быть, вы с чем-то не будете, кстати, согласны. А вам объясняют, что, ну, вот есть такие позиции. Вот может быть и так, и так. А вот как-то там третьим вариантом не может быть. Может быть и по закону, опять же, потому что паш мечей и аркан, император. Я тут явно вижу какие-то либо документальные вопросы, денежные вопросы, или это вопросы, связанные с недвижимостью. Но каким-то образом, хочешь или нет, как будто близнецы мои дорогие, но материальная тема не на последнем месте. Ваши достижения. Да радовать вас будут туз кубков. Это вот, наверное, посмотрите, какой у вас шикарный триплет. И на дом, и на личную жизнь, и на согласование. Может быть, даже, вот я говорила, хоть и колючая новость приходит. Может быть, это как-то связано с учебой, работой, документами. Тут есть явно взаимосвязь во всех сферах жизни. Как будто в целом это и создает тот красивый узор, который мы называем новым качеством жизни, нашим благополучием. И поначалу то, что может казаться вот таким нетрадиционным, колючим или как новость, которая, ну, вообще непонятно. Я настроился на одно или настроилась, а тут меня это как выбрасывает из колеи моей, да, и мне приходится все переиграть, передумать, переиначить как будто. Но вам это к счастью тогда. Тут есть возможности, если мы говорим о ваших достижениях, признание ваших заслуг или как радость. Безусловно, туз кубков – это и личная жизнь, это и любовь. Пусть даже, знаете, вам судьба, пространство, вселенная дает, мои дорогие близнецы, какой-то альтернативный вариант. Не откажитесь, рассмотрите. Ваш знак зодиака, ваша сила в том, что вы можете быстро где-то перестроиться или найти вот этот удобный фарватер. Пусть там где-то какой-то период придется словно бочком по узкому коридору пройти. Но во всех картах тут чего-то нельзя упустить, мои дорогие. Поэтому было бы, наверное, оплошностью вот так, как и застрять в прошлом, но словно, знаете, хлопнуть вот так дверью в прошлое, она сама закроется.
Но вам это нужно сделать как-то красиво, элегантно, с большей пользой для себя. Потому что определенно есть то, что нужно сохранять для вашего собственного благополучия. И понятно, это и наши близкие, это и родные, по десятке пентаклей люди, наше окружение, которое проверенное и надежное, мои дорогие. Ну и буквально дом, полная чаша. Ну и порядок и в деньгах, и в делах, и в законах, в целом радость. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. А я вас благодарю за ваши душевные комментарии, за вашу поддержку. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации. Я оставлю ссылки в описании под видео, как и на сайт, так и на канал Telegram, где я попыталась объединить с 3 моих каналов YouTube разный контент, как бы соединяя в одном месте. Кому интересно, пожалуйста, подписывайтесь. Я буду искренне рада. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда. С Новым годом вас, мои дорогие близнецы! Пусть сбываются ваши мечты, маленькие и большие.